Я тут остужаю свои ножки от долгого пути. Но оказалось, что 2 евро это мы можем пойти и просто смотреть. Источник бесплатный, на самом деле он никакой не бесплатный. Эти термальные бассейны не сравняются с нашим куяльником. Да я из-за них не хочу платить, я не хочу на них лежать. Вот. Ну, поразило реально то, что если ты не заплатил за эти процедуры от 25 до 45 евро, то ты просто не можешь даже пальцем дотронуться до этой воды нигде. Классно, да? Мама с Алисой хотят поплавать сейчас, а я пока... Ну, я думаю, ты тоже зайдешь. Вода, правда, очень хорошая сегодня. Мне не верится, что мы наконец-то добрались до морской воды, потому что все эти дни на острове мы проводили в термальных парках. Да не рассказывай. Всем доброе утро. Сегодня мы едем на пляж Моронти, который находится в 16 километрах от нас. Но едем туда не просто так. Рядом с ним, по ступенечкам вверх, есть бесплатные термальные источники Каваскура. И о них мало кто знает. Место неизвестное для туристов, и мы хотим посмотреть, что там. Я о нем много читала, и покажем его вам. Если вы выбрали Искью как остров для отдыха, то, конечно, без машины здесь делать нечего. Однозначно, либо на своей машине сюда, либо брать в аренду. Остров интересный, с огромным количеством термальных парков. Здесь есть чем заняться. Так, мы доехали. Вдоль пляжа очень много зон для парковок, но они все платные. 3 евро в час с вас слупят. Вот такой пляж Моронти. А здесь на пляжах вот такие указатели про какой-то фрукт. На итальянском мы не можем понять, о чем речь. Что можно, что нельзя и где его найти. Позади тай указатель, мы идем вот в эти термы Каваскура. Пляж Моронти очень длинный. Здесь есть как бесплатные зоны, так и платные шезлонги. Дальше идет вот такой деревянный помост, и мы идем по указателю на термы. Мне кажется, летом, в разгар сезона, этот пляж заполнен людьми. А сейчас просто никого нет. Может быть, еще потому, что утро. И кого-то все-таки в этих термальных источниках мы встретим. Заведений разных много. Тоже везде пусто. А помост реально очень-очень длинный. Вот мы идем, уже метров 300 по нему прошли. И конца не видно. Чтобы вы понимали, нужно идти в самый-самый конец пляжа и идти, наверное, всего метров 500. По пути нам встречается очень много шезлонгов, разных кафешек. Но что удобно, что есть везде помосты деревянные, и вы можете идти по ним, а не по песку. Мы дошли до отеля Реджина Дель Мар, и дальше будут указатели, чтобы повернуть. Вот здесь указатель на Каваскура терме. И дорожка дальше движется вдоль скалы. Дальше проходим мимо частного сектора. Небольшие апартаменты, которые сдаются. Море осталось позади. Нам осталось идти ровно 220 метров от вот этого ресторана. Мы вышли вот в такое ущелье. Еще несколько туристов движется тоже вместе с нами. Сейчас посмотрим. Я не думаю, что там будет много людей. Ущелье окружено вот такими скалами. Мы уже совсем рядышком. Ой, здесь какая-то пещера сзади нас. Увидите голубые стены, значит, вы на месте. Было бесплатно, стало 2 евро. Мы проходим внутрь и идем на кассу оплачивать. Заходим, оплатили и попадаем вот в такую зону шезлонгов. Здесь везде какие-то ручейки термальные журчат. Сказали идти нам туда прямо. И вот здесь, я так понимаю, переодевачки, где можно переодеться. Раздевалки. Мы идем дальше. Что там? Оно тоже, наверное, горячее все, да? Смотри, какие ванны. А здесь можно купаться?
Очень много вот таких вот разных залов в пещерах. Это ногами ходить такая штука, чтобы стопы разрабатывать. Все раздевалки выглядят вот так. Шторка, и здесь можно переодеться. Короче, бесплатные термальники, а на деле каждая штука стоит вот столько. Я снимаю сейчас весь прайс. Здесь процедуры разные можно принять, массажи, грязелечение. Она горячая. Вот, кстати, я хотела сказать. Тут висит указатель, что чтобы войти сюда нужно заплатить 2 евро. И мы подумали, что 2 евро мы можем ходить где таким. Но оказалось, что 2 евро это мы можем войти и просто смотреть. А чтобы лежать на шезлонгах или где-либо плавать, даже в таком вот духе, нужно заплатить 25 и больше евро. Поэтому мы решили, что мы просто посмотрим здесь все, а плавать пойдем на пляж. Да, здесь нужно выбрать какую-то из процедур, какую ты хочешь пройти. Там грязью обмазаться, в какой-то ванне полежать. Вот. Но я не знаю, будем мы это делать или нет, пока мы не настроены, скажем так. Но сейчас хотим все обойти, посмотреть для начала. А здесь вообще запрещено посещать эту ванну, да, как я поняла. Почему? Не знаю. Наверное, она очень горячая, мне кажется. Нет. Странно, почему запрещено? Я думаю, что здесь глубина очень большая. Сауна Нимф. Я так понимаю, это сюда? Да. Ого, как здесь горячо. Камера запотела мгновенно буквально. А здесь стоит стул, на него садишься, голову засовываешь вон туда. И там так жарко, как в сауне, и ты просто дышишь. Здесь она ледяная. Ледяная ванна какая-то, да? Да. Дальше вдоль скал идет вот такой вот проход. Дойдем до конца. Мы удаляемся от шума воды. Не знаю, там, по-моему, тупик. Мне кажется, там уже ничего дальше нет, там нет прохода. Так и да. Мы зашли в тупичок, и там такой жар идет. Сейчас хочу встать вот сюда. Опа. О, там тоже вода. Это подземные вот эти вот источники термальные, которые бьют из-под гор. Я тут остужаю свои ножки от долгого пути. Даже труба горячая. А вот отсюда добывают грязь, грязючку, которую вас за 45 евро или за 25 обмажут. Итак, мы уже на выходе. Не хочу я принимать здесь никакие процедуры. Мое мнение, да, что я могу сказать. Источник бесплатный, на самом деле он никакой не бесплатный, и по факту, если вы будете здесь что-то делать, что-то на себя намазывать, ходить в сауны, то вы заплатите еще больше, чем за большие термальные парки. Хорошо, что мама сегодня с нами не поехала, она вообще не любит все эти сауны, грязь, Я тоже. Да, я тоже не люблю, ну поэтому я буду с ними солидарна, да, я тоже не пошла. Ну, посмотреть за 2 евро, ну ок, можно, но не понравилось то, что буквально ты там руку под струю воды суешь, и он уже к вам бежит, уже шумит, кричит. Нон-фото, нон-видео, ничего нельзя, снимать нельзя, трогать воду нельзя. Я села на фото, на заставке вы увидите к этому видео, и опустила ноги в ванночку с холодной водой. Крику было, вы не представляете. Тебе кто-то помнит. Что там? Ну, убери. Мы заплатили 4 евро за вход, то есть за меня и за маму, и в гривнах это получается примерно 240 гривен, то есть просто 240 гривен, чтобы зайти посмотреть. И, честно говоря, этот термальный бассейн не сравняется с нашим куяльником. Реально, наш куяльник, Куяльнинский лиман, бассейн в Куяльнике намного лучше. И дешевле. Еще все эти 15-20 минут, пока мы здесь находились, много туристов вот с разных стран, немцев слышала их речь, итальянцев тоже много местных, испанцев приходили парочками, такие вот по-спортивному в шортах, маечках, обходили здесь все также за 2 евро и уходили, даже не раздеваясь.
А мы думали, что мы можем поплавать, поэтому уже и купальники одели, и все это, и ходили, смотрели на все. Да, и даже на шезлонге бесплатно ты присесть не можешь. Он уже бежит, кричит, руками машет, на итальянском объясняет, что за них нужно платить. Я говорю, да я за них не хочу платить, я не хочу на них лежать. Вот. Ну, поразило реально то, что если ты не заплатил за эти процедуры от 25 до 45 евро, я вам отдельно сейчас оставлю эти прайсы чуть дальше, в одном из следующих кадров, то ты просто не можешь даже пальцем дотронуться до этой воды нигде. Здесь оставляю вам возможность рассмотреть цены. Алиса сейчас перекусит и идем на пляж. Здесь фреш давят на выходе. Единственное приятное такое впечатление, очень много цветов на входе. Красивые голубенькие стены. И уходим мы на пляж. Да, и в принципе на этом все. Обзор Каваскуры окончен. Да. Забыли жилет, возвращались. Я смотрю, как люди в возрасте с палочками, этими трекингами поднимаются. Молодцы, конечно. А здесь, наверное, ранней весной реки с гор текут. Для меня вода холодная, для мамы нет. Для мамы отличная. 20 градусов есть 100%. И для Алисы отличная. Давай, заходи. Наконец-то мы добрались до моря. Молодец, залезла. Здесь скалы очень высокие, и они все обтянуты сеткой безопасно, чтобы камнепада не было. Классно, да? Народ идет в термальники. Мама с Алисой хотят поплавать сейчас пойти, а я пока... Ну, я думаю, ты тоже зайдешь. Вода, правда, очень хорошая сегодня. Дос, нам нужно что-то на голову надеть. Потому что напечет. Мне не верится, что мы наконец-то добрались до морской воды, потому что все эти дни на острове мы проводили в термальных парках и уже привыкли к этой горячей термальной воде. А море это всегда кайф. Боже, как хорошо. Холодно! Нет, ты быстро. Говорю, когда быстро занырнешь, отлично. Считай до 3, Давай, давай. 1, 2, 3. Да ты даже сесть не можешь нормально, ну. Мерзляк какой-то. Да не рассказывай. Да поплавай, говорю, хорошо. Я не понимаю, как 20-градусная вода может быть холодной. Интересно, вот дом прям на обрыве, да? Поползет он вниз или будет держаться там? Алиса нашла сокровища. Возвращаемся обратно, и вот людей уже много в ресторанчиках. Проверю мои познания в географии. Позади меня, я думаю, что это остров Капри. Americano, americano, americano. Passi in anni di da lì, senta a me, non c'è sta niente da fa, perché na pulita. Покажу вам паркинг. 3 евро в час, но здесь все на итальянском, поэтому я могу только догадываться. Вот еще за что-то 10 евро, 5 евро. Но я так поняла, что где-то на 9 евро мы здесь настояли. Возвращаемся мы домой, но дети неожиданно уснули в машине, и я кое-что придумала. И показать эту дорогу. Просто жесть. Главное, чтобы встречка не ехала. Это называется подъем на Эпомео. Одна машина помещается, и вот так, в принципе, последняя часть пути, да, 2 километра еще вперед.
Вот так все. Вот отсюда, с этого места уже видно верхнюю точку, самую вершину вулкана. Постараемся подъехать еще ближе. Дороги, конечно, очень узкие. Если вы неопытный водитель, на Эпомео не поднимайтесь однозначно. Здесь мы остановились, потому что дальше просто я на своей машине не проеду, это нереально. И я вот сейчас вам покажу, вот так вот идет дорожка вверх с серпантином, и она настолько узкая, что моя машина здесь не пройдет. Увидела вулкан? А где он этот или... Вот такой гребень каменный, видишь наверху? Это вулкан. Чудные автобаны, иски. У меня только новое зеркало помененное. Будет жаль, если я его шарпну.